Ночь выдалась холодная и морозная. Луна, широко улыбаясь, освещала землю, покрытую глубоким снегом. В свете луны все сверкало и блестело, как будто кто-то взял горсть серебра и разбрасывал вокруг. На белом фоне снега, крадучись, стелились 5 теней. Они осторожно, но уверенно пробивали дорогу через сугробы к большому теплому амбару, который наполовину был заполнен овцами. Втянув в себя глубоко морозный воздух, ночные разбойники стали приближаться, где пахло молоком и мясом. Во дворе стояла большая собачья будка. Большой лохматый пес, почуяв незваных гостей, отчаянно заголосил, привлекая лаем внимание жителей деревни. Довольно легко волки перемахнули через забор, 2 мощных волка загнали бедолагу в будку, не давая ему высунуться. 2 других начали делать подкоп под овчарню и быстро вытаскивали самых жирных и больших овец на белый свет. Затем, мощно перекинув добычу на спину, понеслись в лес. Стая незаметно растворилась в ночи, сделав переполох в овчарне. Наступило утро. Женщины веселой гурьбой шли на работу. Дойдя до амбара, они ахнули, снег вокруг был залит кровью. Десятки растерзанных животных лежали на спине. Большой сторожевой пес лежал здесь же с перерезанным горлом. «Да сколько мы их будем терпеть?» – заголосили женщины. «Кто здесь хозяин, мы или они? Решайте, мужики, либо вы принимаете меры и уничтожаете стаю, либо мы больше не ходим на работу». В морозном воздухе повисла тишина. От мощного голоса председателя все вздрогнули. «Завтра собираемся здесь возле амбара и покажем, кто здесь хозяин». Рано утром все взрослое население деревни собралось у амбара. Здесь были молодые и опытные охотники со своими собаками. Холодный пустой лес, как губка, впитывал крики охотников и лай собак. Почуяв опасность, волки забились в кучу, поскуливая, и враждебно посматривали на своего вожака. Кольцо преследователей стало сжиматься. Чтобы спастись, волки пошли на прорыв. Лай собак, выстрелы и маты заполонили утренний лес. Стая, преследуемая охотниками, была уничтожена. Гордый и одинокий вожак стаи старался уйти от преследования. И в этот миг раздался выстрел. Пуля попала вожаку в бок. Осев на задние лапы и заскулив от боли, он продолжал ползти вперед. Подойдя поближе, матерый охотник Петрович направил ружье на вожака. Охотник направил на волка ружье и выстрелил. Жизнь вожака уходила из него. Глубоко вздохнув, волк остался лежать на снегу. Посмотрев еще несколько секунд, Петрович взял волка и молча положил в сани. Лошади истерично заржали, страх пронзил их плоть. Со стаей все покончено, но по ночам, разрывая душу людей, выла волчица с адской болью, чтобы отомстить людям и поквитаться с убийцей вожака. Изба, стоявшая на краю деревни, ничем не отличалась от других. Сегодня день выдался солнечным и морозным. Дым от печи поднимался вверх, оставляя след в прозрачном небе, словно художник, который рисует замысловатые фигурки. Открылась дверь, на пороге показалась лохматая голова мальчика лет 10. Улыбнувшись, он потянулся и нежно потрогал пушистый снег. Вдруг он увидел, что у амбара на снегу лежала волчица. Преодолевая страх, мальчик стал двигаться в сторону амбара. Волчица зарычала, оскалив пасть, злобно поглядывала в сторону мальчика, продолжая истекать кровью. Подойдя, он увидел 3 живых комочка, спрятавшихся в шерсти матери. Глаза ребенка и волчицы встретились, пронзая друг друга ненавидящим взглядом. Она готова умереть и не дать в обиду волчат. Волчица была ранена и пришла просить помощи у людей. Удивительно, но она подпустила мальчика к себе. Обессилев от голода и потери крови, ее судьба была в руках людей. Осторожно, чтобы не спугнув, он побежал домой. Дома тепло, горит печь, потрескивают дрова, играя разноцветным пламенем. Семья вся в сборе, пьют чай с калачом, макая в прозрачный мед, который тонким ручейком стекал по столу. «Отец!» – возбужденно закричал мальчик. «Во дворе у нас волчица с выводком». Охотник мгновенно схватил ружье и резко выскочил во двор.
Мороз усиливался, пошел сильный снег, заметя следы человека и волчицы. У амбара по-прежнему лежала волчица. Отец вел курок и стал двигаться в сторону амбара, готовый застрелить хищника. Петрович, так звали отца мальчика, узнал волчицу, которая наводила ужас на жителей деревни. Что, пришла мстить, он с ненавистью направил на нее ружье. Почувствовав опасность, мальчик упал на колени и заслонил грудью волчицу. «У нее выводок не убивай», — сказал мальчик. У отца дрожали руки, затем он медленно опустил ружье. Она зарычала и дала понять, что в обиду волчат не даст. Успокоившись, мальчик сел на корточки и с удовольствием погладил волчицу по голове. Серые, умные глаза волчицы, внимательно без злобы, но с осторожностью изучали отца и сына. Отец по-хозяйски открыл амбар. Мальчик сбегал домой, принес теплого молока и стал наблюдать, что будет дальше. Спустя несколько минут, скуля от боли, прихрамывая на задние ноги, она по очереди отнесла 3 комочка в амбар, затем поднесла их к миске с молоком, где они чавкали с удовольствием и выпили всю миску. Прижавшись друг к другу, они уснули. Волчица легла возле выводка и шершавым языком стала вылизывать свою рану, поглядывая в сторону людей. «Что будем делать?» — спросил сын у своего отца. Впервые в жизни отец не знал, как нужно поступить здесь и сейчас. Он бывалый охотник и много истребил волков, и счеты были, как у него, так и у волчицы. Она была последним вожаком, наводившим ужас на деревню, где проживала семья. Жизнь хищницы зависела только от него. Раненая и беспомощная, она находилась в руках охотника. Подойдя к ней, он с осторожностью посмотрел рану. «Надо лечить, а то она погибнет». Отец обратился к сыну. Мальчик сбегал домой и принес аптечку. Охотник прикоснулся к ране, она заскулила и дрожь пробежала по ее телу. Затем он бережно, как ребенка, ее приподнял и начал обрабатывать рану. Его тело покрылось холодным потом, испарина выступила на лице. 2 охотника смотрели друг на друга, доверяя своей жизни. «Она будет жить?» — спросил сын, обнимая отца. «Время покажет», — ответил отец. Он осторожно положил волчицу и отошел в сторону. Раненая мать и волчата лежали в теплом амбаре. А на улице завывал ветер, снег завалил весь двор, заметая следы незваной лесной хозяйки. Прошло время, она поправится и подрастут волчата, и уйдут в темный и густой лес. С тех пор прошло много времени, стая больше не тревожила деревню. Семья, которая спасла волчат, жила обычной жизнью. Но каждую весну охотник находил добычу, принесенную волчицей, в знак благодарности. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Спасибо за внимание.